Здравствуйте! Меня зовут Янина Соколова, и я сразу хочу предупредить. Это я поставила все деньги на то, что игровые автоматы закроют, и теперь не могу забрать свой выигрыш. Это я буду в новогоднюю ночь взрывать под вашими окнами петарды. Это я за час до Нового года заказываю такси с 1000 телефонов, чтобы вы не могли эту суку вызвать. Ну что, познакомились? Прорываюсь к вам сквозь звук разрывающейся колбасы, грохота горошка и, скользя на волне майонеза, вкатываюсь к вам последний раз в году. Под Новый год все любят анализировать прошедшие 365 дней и вообще размышлять о высоком. Я тоже хочу подвести итоги 19-го вместе с главным щелкунчиком и по совместительству крысиным королем Российской Федерации Владимиром Владимировичем. Стоп. Если я назову конкретного человека, то тот конкретный человек обидится на YouTube, а YouTube обидится на нас и заблокирует. А когда нас опять заблокируют, на нас обидятся наши зрители. Что-то слишком много обиженных под Новый год. Давайте как-то завуалируем Владимира Владимировича. Как же его назвать? Злодеем он покажет нос и рассмешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут? А давайте Владимир Владимирович Пугачева. Или Владимир Владимирович Пулембир, Владимир Владимирович Пулеметов, Владимир Владимирович Гимнаст-целователь, Владимир Владимирович Мавсисянс, Владимир Владимирович Медведев, Владимир Владимирович Шайба, Владимир Владимирович Мостостроев разводящий, Владимир Владимирович Черный пояс по пиздо, Владимир Владимирович Стерхоплюй, Владимир Владимирович Кузнецов Пожарский, Владимир Владимирович Мельдони Олимпиада. Фух. Надеюсь, Владимир, на свою победу, потому что если историю будем писать мы, ты охуеешь. Вот Владимира Владимировича Путина можно уже назвать исторической личностью? Спасибо. Это, вы знаете, это следующее поколение скажет, можно или нет. Да уже и это поколение может дать оценку. Дядя Вова, ты дурак? Дядя Петя, ты дурак? Все, что относительно хорошее ты сделал для своей страны за первые 10 лет, ты успешно просрал за секунду, пытаясь попасть в историю. И из градов, и комплексов бук. Аксиома «комплекс неполноценности» всегда приводит к комплексу бук. И вообще, что это за вопрос журналиста президенту на итоговой конференции? Считаете ли вы себя исторической личностью? Ну вот что он хотел услышать? Что Владимир Владимирович Аркебуза ему скажет: да, я историческая личность, я охуительный. Охуительнее меня только проспект имени меня в Грозном. Пишите про меня изложения, диктанты, как я провел лето в Грозном, думая о Владимире Владимировиче и его пунцовых сосках. Все говорят, я самый лучший парень в этом баре. Я нравлюсь всем, но почему-то только не тебе. Уверена, что товарищу журналисту вообще был не важен ответ. Он просто хотел подлизнуть попку и оставить свой след на сомнительной исторической личности. Да этот жополист, смотрю, совсем края попутал. Так что не знаю, под каким из предыдущих эпитетов войдет в историю Владимир Владимирович Бочка Ботокса, но автор этого острого вопроса уже вошел в историю как человек, поцеловавший анус, осужденному в будущем Гаагским трибуналом старику. Значит, мне все время задают вопрос, откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Послушайте, вот во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причем с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Вот такая хуйня.
малята. 6 лет нам рассказывали, что на Донбассе тяжелое вооружение выкопали в шахтах и купили в военторге, либо у ДПЮшника на складе. Тульский Токарев, он же ТТ, сегодня один. Извини, очень быстро разбираю. А тут, оказывается, поставляют симпатизирующие государства. Может, Япония, которая допустила команду ДНР на чемпионат по карате? Из Японии спортсмены сборной республики по карате привезли 13 медалей, 10 из которых золотые. И они там за первое место танк выиграли. Может, Узбекистан, который втайне в огромном чане с пловом передавал комплексы «Град». Вообще передавал 3 установки, но по пути 2 съели вместе с пловом. Ну так а шо? Они все равно разварились. Берем сначала укропу, потом кошачью жопу. 25 картошек, 17 мандавошек. Ведро воды и хуй туда. А хапку дров и плов готов. Ну что, господа, вы все врете, нас там нету. Как это признание чистосердечное патрона будете объяснять? Ну, опыт у вас есть, вы фантастически умеете переобуваться. А помните, как все начиналось? Как молоды мы были. Как Владимир Владимирович Биполярный заявлял, что в Крыму российских войск не было. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. А потом были, а потом он еще лично им дал приказ. Я не скрываю. Конечно, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. А потом еще и медальки выдал за взятие Крыма, еще при Януковиче. Почему медаль за так называемое возвращение Крыма датируется 20 февраля, то есть на день раньше, чем подписание этого соглашения? Насчет медали за возвращение Крыма, я не видел этой медали, откровенно говоря, но я думаю, что это просто какая-то техническое недоразумение. Потом божился, что на Донбассе россиян нет. Ну и, наконец, вопрос, есть или нет у наших войск на Украине. Говорим прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. Потом сказал, есть, но они добровольцы. Потом признал, что есть солдаты, но они заблудились. Говорили, что они заблудились просто на бронетехнике с оружием. Но там же нет... На самом деле это правда. Даже, я сейчас говорю серьезно, я верю, что они заблудились. Потом долго-долго клялся, что в гумконвоях поставляют только детское питание и влажные салфетки. А теперь бах! И сепаратисты на Донбассе все-таки получают тяжелое вооружение от симпатизирующих стран. Ну, мне же не нужно вам говорить, какая-то конкретно одна большая симпатизирующая страны. В общем, еще пару лет и вместе с признанием открытой агрессии против Украины Владимир Владимирович признается, что в детстве ему не удалили хвостик. И все натворил именно он, потому что, как известно, хвост управляет собакой. Избавиться от, на мой взгляд, абсолютно ошибочного подхода в принципе к решению проблемы, а перейдет к диалогу, вот тогда можно будет и решить. Ну, записано, там нужно восстанавливать экономическую и прочую инфраструктуру. Взяли своим решением и отрезали эту территорию от Украины. Потому что ввели блокаду. Что, Москва, что ли, блокаду ввела? Киевские власти ввели блокаду этих территорий. Ой, Владимир Владимирович Блаженный, наверное, забыл, что минуту назад признался, что поставляет тяжелое вооружение на Донбасс. Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Пушки, блядь, танки, буки, а мы такие плохие блокаду против них ввели. Вот мы, украинцы, дикари агрессивные. Не понимаем, то, что нас обстреливают градами, еще не повод перестать торговать редиской. Блокаду мы ввели. А что нам нужно было ввести? Поцелуй провод или запустить огромный дирижабль
с надписью: «Уважаемые ополченцы, которые каждый день хуярят по нам из всего, чего только можно. В магазине нижнего белья «Эвелина» скидки 50%. Спеши побаловать себя и свою жену. Выстрелил из пушки, бегом в Краматорск покупать игрушки. Устал привязывать украинцев к столбам? Приходи на курсы вязания морских узлов в Мариуполе». Дирижабль, ага. Титр. Владимир Владимирович Бесконечный, как только вы уберете всю свою хуйню с Донбасса, тяжелую, легкую, стреляющую, взрывающуюся, ходящую, говорящую, улюлюкающую, то и блокады никакой не будет. А что, так можно было, что ли? Потому что эта блокада исключительно против симпатизирующего государства. Следующий кусок довольно точно характеризует психическое состояние Владимира Владимировича Роршаха. Я вам его покажу, чтобы вы точно понимали, с кем имеем дело. Журналистка «Интерфакс» спросила у царя Гвидона в свете резонансного дела Голунова, стоит ли в правоохранительных органах провести встряски и чистки. Вот что он ответил. Трудовую деятельность начинал в органах безопасности. Знаете, вот когда я только пришел, там еще были ветераны службы. И некоторые из них разбегались по кабинетам, когда в здание входил один старичок. Что это за старичок? Значит, он работал в 1936-1937 годах. Что он делал? Значит, тогда как раз были чистки в правоохранительных органах, в том числе в органах безопасности. Так, это похоже на какой-то очередной анекдот про Вовочку. Пришел Вовочка в КГБ разведчиком устраиваться, а ему главный старичок и говорит: если хочешь быть разведчиком, то должен научиться играть джигу на коте. И стал Вовочка дуть в жопу коту. Дул-дул, дул-дул. Кот не выдержал и на немецком языке говорит: Вовочка, чтобы стать настоящим разведчиком, нужно сначала анализировать, а потом выполнять. Это была шутка. Даже я понял. Мяу. Простите, отвлеклась. Утром человек приходил на работу, ничего не подозревая, ничего не зная. Против него возбуждали уголовное дело, а вечером уже выдавали тело расстрелянного семье. И вот этот старичок, от которого все разбегались, он приводил в исполнение эти приговоры. Так что, вот, что касается чисток, мы уже проходили, это было в нашей не такой уж далекой истории, как может показаться, и лучше никаких чисток нам не проводить. Что? Журналистка «Интерфакс» не это имела в виду. Что у тебя в голове? Но я хочу, чтобы ты сконцентрировался на мне. Да она не предлагала никого расстреливать. Она предложила очистить органы от коррупционеров. У тебя что, нет других способов отстранить человека от дел? Только расстрелять? К чему ты вообще этот пример привел? Ну нахуя? Нам, говорит, такие чистки больше не нужны. Вы понимаете, что у этого человека в голове? Какими категориями он мыслит? У нас на заводе сокращение. Всем руки вверх. Доктор, сделайте мне чистку зубов. Легко. Открывайте рот. Вот супер пример передергивания фактов. И на вопрос не ответил. И женщину в кровожадности обвинил. Такой себе гуманный наебщик. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. В общем, все, кто посмотрел итоговую пресс-конференцию Владимира Владимировича Тихонова, получил чистку мозгов. Но дизлайков у него в 3 раза больше, чем лайков. А это значит, что наши мозги научились противостоять яду Владимира Владимировича «Черная мамба». Мамба, мамба, хуямба. Подводя итоги этого шоу, сделала 2 подмечалки. Путин и Россия тоже
не слышат Донбасс. Все 4,5 часа в зале сидела женщина с плакатом «Услышьте народ Донбасса». Но, как вы поняли, Донбасс в России не слышат, даже не видят. Есть уже первые получатели такого кредита. Отличная инициатива, привлекательная ставка 2%. Но вторая подмечалка многих шокирует. Владимир Владимирович Путин – агент СБУ. И все эти годы работал на Украину. И только на этой пресс-конференции впервые за 20 лет Владимир Владимирович Исаев был как никогда близок к провалу. Правда, почему-то наши партнеры в Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения. Путин сказал в Украине. А можно повтор? В Украине. Теперь вы понимаете, что происходит на самом деле? Путин не Крым присоединил к России, а Россию к украинскому Крыму. Северный поток-2 начал строить для того, чтобы обанкротить «Газпром». А Пескова заставил отрастить усы, чтобы тот был похож на запорожского казака. Ночами, когда Владимира Владимировича никто не видит, он выковыривает из пельменей ненавистный фарш и запихивает туда вишню. На груди у него татуировка не Ленина, а побритого Шевченко. А его любимый певец Расторгуев – это не служивший в армии клон Поплавского. Поэтому наш кандидат... Так что все у нас буде добре. Да, Владимир Владимирович Категорошка? Так как у нас праздничный выпуск, мы для вас сделали сюрприз. Сегодня будет включение из Москвы с моим другом и коллегой Романом Цымбалюком, который уже много лет держит оборону в стране врага. Кстати, подписывайтесь на его канал. Роман, привет! Спасибо, что своим вопросом на пресс-конференции подтолкнул Путина к очередному признанию. Может, он еще, кроме техники, в чем-то признался, а это в эфир не попало. Привет, Янина! С наступающим Новым годом тебя! Надеюсь, твои выразительные глаза продолжат нас дальше радовать, и ваш YouTube-канал будет развиваться. По сути твоего вопроса скажу следующее. Складывается впечатление, что Владимир Владимирович иногда больше думает об Украине, чем о стране, которую он возглавляет. Но согласись, это странно, когда он ни с того ни с сего начинает говорить о нас, говорит о украинской самоидентификации. И пришел он недавно к выводу, что нас придумали поляки. Это при том, что по телевизору говорили, что нас всех создали, эту украинскую идею, в австрийском генеральном штабе. Кстати, вот здесь было действительно обидно, потому что, согласись, логично, чтобы это был Пентагон. Но, как бы там ни было, мы-то историю знаем, и никто не сомневается, что мы потомки великих укров. И мы выкопали Черное море. А если будут нас дальше трогать, мы это море закопаем вокруг Крыма. И тогда вопрос с родной гаванью будет уже рассматриваться совсем в другой плоскости. Вот на что вообще это действо похоже? На рок-концерт или на съезд Oriflame? Ни то, ни другое, Нина. Больше, наверное, это похоже на экранизацию картины «Ходоки» у Владимира Ленина. Тут важно не путать. А вот Ленина, в смысле Владимира, после декоммунизации с другим Владимиром, который продолжает трудиться. И о нем мы тоже, кстати, немножечко уже успели поговорить. И ходоки тоже не те, как в Games of Thrones. Хотят решить люди свои проблемы. Единственное, что все это растянуто на 4 часа, а выйти пописать сценарием не предусмотрено. С теми, кто в Кремле, все ясно. А вот есть ли еще возможность достучаться до крымнашистов и вставших с колен? Что там скрепы? Начали ржаветь или нет?
Достучаться, конечно, можно, но главное, чтобы было чем стучать, потому что глагол «стучать», он в данном случае ключевой. И, понимаешь, долго объяснять, но тут так все устроено. По сути, действует монополия на информацию. То, что говорит Киселев, то, что говорит Соловьев и Эрнст, это и есть, по большому счету, правда. Вот так тут все устроено. Но, знаешь, Янина, что-то мне подсказывает, что твоя фраза «с уважением идите на...» ты знаешь куда. Она будет актуальной и в следующем году. Со скрипами пока тут все нормально. Мы с Романом решили скооперироваться и провели слегка провокационный опрос. Так сказать, мини-референдум о присоединении России к Украине. Как у нас это получилось? Слово Роману. Есть мнение, что после встречи Зеленского с Путиным договорились о том, что Украина вступает в союзное государство, Россия, Беларусь и уже Украина, но есть условие, что столица уезжает из Москвы в Киев. Что думаете по этому поводу? Я только про Беларусь слышал, про Украину не слышал, но, что в союзное государство. Дело в том, что Лукашенко, он такое не выдвигает, такие требования. Про столицу? Ну да, наши говорят, мы согласны, но только столица в Киеве. Согласны на такой вариант? Нет, ну если можно так, 1 год Киев, 1 год Москва, можно вот так вот, как бы можно там меняться, такая плавающая столица. Можно иногда в Минске, можно в Питере, чтобы питерцы наконец-то перестали переживать. Ротация, можно так. Да? А вы что? И зато все довольны. Да. Смотри, сейчас 3 страны, 3 столицы. А если все объединятся, будет 1 страна. Соответственно, столиц сколько? 1. И она должна быть. Нет, ну стоп, она может быть распределенной. У нас же в некотором смысле она распределяется. Я что-то не видел, чтобы в Москве что-то распределялось. Ну, Конституционный суд уже уехал, еще кто-то еще тоже хотел уехать. Газопровод, по-моему. В Санкт-Петербург? Может быть, тогда в Питер, если вы про Путина говорите. Ну, как бы так. Только в Питер. Ясно. Нет, как бы без разницы. Столица из Москвы уезжает в Киев. Вы согласны на такой шаг? Я согласна, чтобы статус столицы сняли с Москвы и отправили хоть куда-нибудь. А почему? Потому что я москвичка, мне очень не нравится, что из моего родного города превращают в картонный, красивый столичный город. Я согласен на перенос столицы из Москвы в Петербург. Так, а какие еще варианты? Все, у меня только такие. А почему? Потому что Путин оттуда? Нет. Потому что я объединился уже сам с Украиной лично. Каким образом? Так. И я не хочу, чтобы столица была в Москве. А это уже немного другие причины. Понял. А Киев, ну, я ничего против не имею. Спасибо. Не за что. С наступающим. И вас. Переезжаете в Киев или нет? В Киев? Я сам родился в Харькове, поэтому для меня это очень больной вопрос. Но это шутка, давайте не будем. А если серьезно? Столица России, Белоруссии будет в Киеве. И Украины, соответственно? Украину, да. Прекрасно. Ну, говорят, такое было уже? Да, бывало. Недолго. Можем повторить? Можем. Какие ваши условия? Оставить все как есть. Мне кажется, это тоже неплохой вариант. Спасибо, Рома! С наступающим тебя Новым годом и Рождеством! Пусть тебе приснится Умань и Полтава, или в Мариуполе ласковый прибой. Спасибо, дорогая Янина, но ты же знаешь, что Украина – это страна счастья, у нас везде хорошо. Главное, чтобы вернуть Украину в те города, которые у нас отжали. И первое, что мы сделаем, это, естественно, отменим эти особенности русского мира, комендантский час. Я говорю про Донецк и Луганск. А если они сами не пойдут на эти шаги, то мы используем секретное оружие. Создадим петицию на сайте Владимира Зеленского, президента Украины, чтобы он снялся в роли президента России со всеми вытекающими последствиями. И они игрой на пианино не отделаются. Ну и самое главное, если мы говорим о городах, ты же знаешь, что когда в Киеве была первая научная библиотека, в Москве еще на болотах жабы квакали. Как бы то ни было, Киев столица, а Москва
за граница. И даже не надейтесь, что что-то изменится. А теперь Снегурочка с Кичкаса отвечает на комменты своих ласковых ненавистников. КСПТ Фолькер. Маты кроет, как бомж. А чего вы так к бомжам относитесь? Среди них, между прочим, есть много интеллигентных людей, которые могут послать вас восвояси. Вас, Марк. Меня зовут Янина Соколова. Это я по ночам жру конфеты с вашей новогодней елки. И такой значок, знаешь, смайлик обратный. Ну, то есть такой грустный значок, опечаленный. Но без слез. Просто. Скобочка. Ну зачем мне ваши висюльки? У меня трубопровод конфетный прям с Рошена. У меня в ванной 3 крана. Горячая, холодная и карамель. Да видели бы вы мою елку? У меня не елка, а пьяная вишня. Сьогодні вже встановлюється новорічна елка. Пионер Жук. Когда тебя посадят? Ну, видимо, когда жуки-пионеры придут ко власти. Или у тебя, жук-пионер, ко мне что-то личное? Может, я тебя в детстве в спичечном коробке держала? Прости. Сергей Меркулов. Удивительная дура. Прикольно будет ее послушать через год. Сергей, вот вы удивительный человек. Вы целый год будете ждать этот прикол, а вот какой прикол вы будете через год ждать, пока одна собака от другой отклеится? Проспорила. Ну, прости. Жди новый прикол. Юрий Макаров. Так забавно комменты читать. Хабалка рассуждает о политике. А-ха-ха. Ты кого Хабалка назвал, Чуча? Я не Хабалка, я Хохола-балка. Андрей Колчин. Янина. Ты точно Нина. Тупоголовая. Андрей. А ты точно Андрей? Дрей. Рей. Эй, куда ты делся, Андрей? Вот я тупоголовая, вечно все забываю. Игорь Барик. Колхозная шалавка. Игорек, у нас колхозы 20 лет назад расформировали, так что хватит дрочить на привидение. Лейхаим Стукельман. Часто Петросяниш. Янина. Ну, конечно, часто. Я же состою в секте Петросяна. Вы не поверите. Я там уже эмалированный директор. Я перед сном вместо «Отче наш» читаю. Эй, девчонка в 13-м ряду, да, я тебя имею в виду. Мы с тобой оттянулись вдвоем. Мы такое творили, это ж полный облом. Петросян, спаси и рассмеси. На этом все. Давайте прощаться до следующего года. Но без видеодискуссионного вопроса я вас не отпущу. Палкой сверху! Палкой сверху! Бей! Бей! Палкой снизу! Палкой снизу! Бей! Бей! В этот день для юных кадетов и гостей праздника показательные выступления приготовили уже более взрослые учащиеся и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Как вы думаете, если Дед Мороз на утреннике в этой школе захочет вырваться из хоровода, дети хорошо усвоили, что делать? И когда уже детям за примерное поведение и сотрудничество с администрацией будут выдавать маленькие дубиночки? Ответы пишите в комментариях. И если вы хотите, чтобы у Владимира Владимировича Голубкова-Огонькова в шубе попалась селедка с косточкой, подписывайтесь на мой и на Романа Цымбалюка канал. Ну и лучшим подарком для нашей команды на Новый год будет поддержка вами нашего проекта. Поэтому не стесняйтесь помогать нам донейтами. Прямо сейчас в
возьмите свою карту и перечислите деньги на наш счет. Не забывайте даже в Новый год распространять линки с нашими видео на ваших ресурсах. Чем больше людей посмотрят наши видео, тем меньше людей будут нас ненавидеть. С вами была Янина Соколова. Смотрите новости вдумчиво и будьте мышками в новом году. До встречи!